Какое мнение о проекте Бориса Акимова и команды BioCoin? Тем более вы заявлены там консультантом. Заранее спасибо. Ну, здесь как бы сложный ответ, потому что я вот честно, я нигде не хочу участвовать в адвайзере, да, я считаю, что это, ну, такая тема сложная, да, то есть ты как бы, ты даешь свое имя, да, ты консультируешь людей, но ты не являешься операционной командой, потому что ты не можешь повлиять на результат. Получается, то есть ты такой, как бы у тебя роль, ну, с одной стороны, роль такая простая, потому что можешь сказать, да я там советником был, а это там эти люди все сделали плохо. Да, я бы сделал по-другому. Но с другой стороны, в принципе, вот как бы участвовать в каких-то проектах, значит, потом скидывая с себя в случае там негатива, какой-то вину, это было бы, конечно, не очень хорошо. Но почему я, собственно, согласился, единственный проект, который сейчас из русских кто-то делает, куда я согласился войти как советник, это биокоин, потому что, ну, во-первых, я очень хорошо понимаю, что, в принципе, Боря может сделать на фермерском рынке, да, то есть он, если говорить прямым языком, он просто настолько всех достанет со своим биокоином, что им реально будут пользоваться все. То есть он умеет открывать двери и преподносить продукт так, чтобы люди им пользовались. В отличие, прямо скажем, от большинства проектов, которые хотят просто собрать деньги и как бы там потом что-то якобы делать. Тут я пальцем не буду показывать, я думаю, все и так знают этот рынок. Вот, Боря, потом, соответственно, он соберет и потом просто всех, ну, достанет, чтобы все там внедряли этот биокоин, чтобы пользовались и так далее. Это как бы, это первая хорошая составляющая. Вторая, значит, составляющая, почему, в принципе, в биокоин верю, идет сейчас огромный спрос на фермерскую еду. Колоссальный, просто колоссальный. Для российского рынка, для экспорта это очень интересное направление. И нет большего эксперта именно по фермерскому хозяйству, чем ну, лавка-лавка, биокоин, соответственно, и так далее. Поэтому я думаю, что у биокоина достаточно хорошие перспективы, значит, с точки зрения там, ну, и сборов, и фондирования дальнейших проектов, и реализации товаров, которые там будут производить. И только с этой точки зрения я решил подключиться и стать советником. Притом, меня часто спрашивают, сколько ты за это получил или получишь, или там вообще как это, вообще советнику, сколько платят советникам, это такой вопрос. Я сразу скажу, что там компенсация, которую я получу в случае успешного ICO, биокоина, она такая достаточно, мягко скажем, условная, поэтому здесь вопрос, ну, в общем, такие небольшие деньги, которые там, ну, чуть-чуть покрывает то время, которое я потратил на биокоины как консультант. Ну, поэтому они для меня не сильно принципиальные. Я тут скорее как бы за саму идею, потому что интересно именно оффлайновый такой проект. Ну, сельское хозяйство считается в принципе очень сложным, но я считаю, что у Бори очень хороший подход, именно фермерское био такое направление, оно имеет хорошую добавленную стоимость, поэтому экономика может быть очень интересная, и, и Боря, ну и, соответственно, биокоин, как бы он будет расти.